Вот я вижу галочка какая-то. Но она никак не это самое. Так, слышу вертолет. Давайте глянем кассету, послушаем, пока он летит. Не, давайте все-таки встречать вертолет. Во. Так, так, посадить цель вертолет. Ну давайте мы начнем с парней, потому что вдруг улетят. Ага, вот он. Прикольно, прикольно. Самое прикольное то, что и я могу залезть в вертолет, но я думаю, если я сяду в вертолет, нельзя прервется. Так, все, Чика был последний, я надеюсь. Видите, как я и подозревал. Видите, Чико забросил, и они улетели. Думаю, если бы Чико первым погрузил, остальных бы парней мне не удалось, наверное, эвакуировать. Так, это слушаем кассету. On your feet. Okay. Chico was taken out of his cage. Did he leave the tape recording while he was being moved? Paz might be up ahead. Грузовик, слышу, поехал. Круто сделал. Вертолет, флаг, грузовик. Рядом вертолетная площадка. Но у меня так есть уже приблизительное подозрение, где может находиться Пас. Ворота, он говорит, услышал. Ага, тут музыка заиграла. Интересно. Вот что произошло. Получается... Try using what you hear to find Paz. If you're still not sure, listen to the tape again. Ага, послушай еще раз. Ну, у меня есть, я же говорю, подозрение. Так, вот грузовик, возможно, в него и стоит попасть нам. Searching for Paz? Try interrogating some of the Marines. They must know something. Не успел я сесть в грузовик, хотел. Ага, женщину вывезли из клетки в районе старой тюрьмы, но это мы и так как бы знали. Хотел я в грузовик, это облегчило бы мне, наверное, задачу, но уже поздно. Целый склад у меня тут получился парней. Ну а что делать?
Да, третьего я разместил. Так, оружие свое я забрал. Здесь парни у меня спали, но вдруг и исчезли над ними метки, честно говоря. А нет, сон, все спят. Отлично, значит, пистолет с транквилизаторами работает исправно. Получается, на него, ну, то есть сон навсегда, как бы. Пока не разбудят, видимо, парней будет действовать, и это хорошо. Жалко, что уехал грузовик без меня. В этом плане я, конечно, не успел. Но если бы я побежал под грузовик или попытался залезть, парень бы, наверное, меня увидел. Да, вот грузовик этот заехал, по всей видимости. Запись по большой боссы, главная база. Mother Base Music Selection, дневники пас. Тут много чего можно послушать на самом-то деле. А ну-ка, аудиокассеты, это дневники пас. А ну. Ну, прям все воспроизвести я даже не знаю. Так, кассета. Давайте начнем вот поменьше. Что это у нас? А, это музыка потрясающая тут. Да, мы можем мотать вперед. В этом плане, конечно, постарались. Музыкальные композиции, я знаю, тут потрясающие. Так. Дневники пас. Ну, давайте слушать ее. As of today, I will be living here at Mother Base. Now my real trial begins. Zadornov was paying my room, board, and tuition, but he has since been captured. I told the man that with no more money from the KGB, I could no longer afford school. He bought my story, and when I said I would be willing to work, he took pity on me and let me stay. For some reason, Miller really pled my case. That was helpful, but the man is still a fool. His men are no better. They think their training makes them strong, but that kind of strength is nothing in the face of true power. And better yet, they wait on me hand and foot, believing I am just a schoolgirl. Looks like I won't be working too hard after all. Just today, while scouting out the living quarters, I saw a group of them in the corner of the deck making a fuss. Going over for a look, I saw they were feeding a kitten. A bunch of grown hard men, and they're the ones acting like schoolgirls. Look, isn't he cute? What is wrong with them? Disgusted, I just nodded and smiled. I must stay in character after all. I indulged their chit-chat for a few moments. Then one of them asked me to give the thing a name. They had just taken it from its mother. I named it Nuke. I improvised some nonsense about how our compassion for living things can help prevent wars. The men gave me a little fish. I held it out in my palm and the kitten happily ate it up. What a pathetic, feeble creature. It sickens me. Так, ну историю она про котенка Today, Chico рассказала. invited me to go fishing with the soldiers. I suppose finding one's own food does have its merit, but I prefer not to be involved in such a degrading task. And their prattling on about fishing being fun is nonsense. I'm not here to find playmates. Nevertheless, distasteful as it was, I went along in order to maintain my cover. Chico thrust a fishing pole into my hands, and we went up onto the deck where several soldiers had gathered. They welcomed us warmly. With so few women aboard Mother Base, I'm treated like a princess. No one suspects I am neither a teenager nor a student. It was nice and sunny, with a gentle breeze and waves. As I cast my line and waited for a bite, the soldiers began to ask me all sorts of questions.
As always, I answered according to our predefined scenario, feigning a smile. As I sat there feeding them lies, the fish began to bite, and the soldiers began to focus on their prey. Chico had his bait stolen by a fish, and got so angry that he stood up and nearly fell into the sea. Everybody laughed. It almost made me want to join in too. At some point, I got a bite myself. The instant after I felt that first gentle tug, the fish yanked the line with astonishing strength, and I let out a cry of surprise. I thought he was going to be huge. It was my first time fishing, and I was a bit flustered, so the soldier beside me helped by supporting the pole from behind. "Reel it in," they shouted. I nodded, turning the handle as fast as I could. I wondered what kind of fish lived below the surface, and thought back to the deep sea dives I had to do as part of training. Those were difficult days, but I remember finding the multicolored fish gliding through the water incredibly soothing. After a hard fight, I pulled it up. To my surprise, it wasn't even half a vara, rather anticlimactic. But I wasn't doing it for fun, so I wasn't the least bit disappointed. Nook was hovering nearby with an expectant look on his face, so I gave the fish to him. All in all, a thoroughly wasted day. Думаю, есть смысл остановить долгие дневники. Preparations are coming along nicely. No one... Preparations are coming... Так. В общем, все ясно. Спас можно послушать долго, там на плеере хватает. Ну, я поставил на карте метку, буду двигаться туда. Сейчас все-таки отвлекает это радио. Пришлось мне выключить. Вижу я парней, вот на ту сторону попасть, честно говоря, ой. Еще пока я не придумал. Так, это карта спутник. Поменять вот. Как бы недалеко мне на самом деле бежать. Давайте сделаем тогда следующее. Двигается в сторону цели. Да, вот тут чуть я не спалился. Не думал, что парень смотрит. Ой, блин. Ага, вижу я грузовик. Может, я могу на нем сам ехать? Опять парень. Потому что он никак не это самое, в сторонку-то не отойдет. Хочется тут камушек какой-то, что ли, бросить. Ага, вот парень ушел. А, он не ушел, он наоборот идет сюда именно. Да, зацепил я миску эту, получается, и парень более активно стал передвигаться, это было круто. Это вода побьет по миске, никого здесь нет. Да, вот назад он побежал. Сейчас я воспользуюсь этим моментом и перепрыгну.